Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про планы по уничтожению Throne and Liberty в 2025 году, новый Blue протокол, в который уже играют и никто ничего не запрещает, новый Fuck You Пионер и многом другом. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Go.ru и мы начинаем. Наверняка вам знакома ситуация, когда нужно пополнить игровой кошелек или просто что-нибудь прикупить, но из-за региональных ограничений это сделать затруднительно. Что ж, у нас для вас отличная новость. С сервисом Keys for Gamers такие ситуации больше не станут для вас проблемой. Так, на Keys for Gamers можно легко и очень быстро пополнить Steam кошелек с минимальной комиссией по рынку, всего в 3%. Чтобы это сделать, находим на главной странице сайта кнопку «Пополнить», выбираем страну аккаунта, вводим логин Steam, необходимую сумму, завершаем операцию и бинго, деньги уже на вашем Steam кошельке. Огромное количество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно получать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения и все это без проблем с оплатой из наших широт. В общем, Keys for Gamers со всех сторон удобный и крайне выгодный сервис. Ежели чего, вы знаете, что делать по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет об открытии нового сервера Prospera с множеством увлекательных активностей в популярной MMORPG Perfect World. Игроки смогут быстрее прокачивать своих персонажей и вступать в битвы с самыми сильными боссами, ведь жители сервера получат печати наследия, которые при активации увеличивают количество опыта за задания и победы над чудовищами в 3 раза, а духовного знания в 2 раза. На новом сервере можно будет принять участие в марафонах развития и других уникальных игровых событиях вместе с друзьями, зарабатывая ценные награды. Все новички получат обновленные подарки, что позволит им быстро погрузиться в исследование нового региона, восточных земель, который был добавлен в недавнем обновлении. Игрокам предстоит прокачать особый артефакт Сердце Паньгу, сразиться с локальными боссами, а также испытать новый класс Дух Крови. Уже сейчас вы можете начать играть на новом сервере, доступном на платформе VK Play. На днях разработчики из Astrum Entertainment выпустили новый патч для своей MMORPG Alode Online, обновляющий игру до версии 16.0.0.0.24. Обновление призвано упростить прохождение некоторых локаций, увеличить награды за активности и снизить стоимость ряда предметов. Так была обновлена система получения экипировки в активностях, задание «Безопасная столица культисты Тепа» было упрощено. Увеличено количество валюты и эмблемы астральных героических приключений, получаемой за топ с 1 по 6 в рейтингах астральных героических приключений до 163 тысяч и многое другое. Разработчики все еще крайне популярной MMORPG World of Warcraft выпустили небольшое видео, чтобы выразить благодарность всем своим игрокам и поделиться некоторыми интересными моментами из 2024 года. В видео упоминаются все важные события, связанные с игрой, будь то запланированные или спонтанные ивенты игроков, косплей или нашумевшие стримы, а также 20-я годовщина World of Warcraft и все приуроченные к ней празднования, происходящие как на серверах актуального контента, так и на классике. Помимо этого, разработчики не забыли еще раз подлить масло в огонь ожидающим новое дополнение фанатам, в котором мы увидим полноценные жилища игроков. Некоторые просили об этом на протяжении 20 лет. Последнее обновление Арбитры Времени в русскоязычной версии MMORPG Lost Ark принесло с собой не только различные нововведения, но и некоторые ошибки, включая проблему с пропусками Тризиона до Северного и Южного Крузана. В новом сообщении команда разработчиков приносит свои извинения за случившиеся неприятности и в качестве компенсации предлагает набор «Героический прыжок». Чтобы получить его, потребуется активировать специальный промокод, который вы прямо сейчас видите на своих экранах, до 22 января 2025 года. В MMORPG Black Desert произошло значительное обновление, в рамках которого появился новый класс «Мертвый глаз», предпочитающий использовать револьверы, ружья и даже базуку для атаки. Теперь игроки могут иметь до 38 слотов для своих персонажей, а также получили возможность получить сундук с иллюзией грез на выбор через ивент. Начался новый сезон под названием «Мечта», сопровождающийся рядом изменений. Введена опция по отдельности для связанных персонажей, что позволяет игрокам оставлять своих персонажей в соответствующих локациях в зависимости от их
их активности. Так охотников можно оставить в локации охоты, а участников битв за узлы в месте подготовки к битве. В области Хванхве, страны утра, на улице 6 ведомств, торговец роскошью Хо Сын Вон начал обменивать почетные медали страны утра, за которые можно получить управление дворцовыми мастерскими. Удалено ограничение, требовавшее перемещения двух связанных персонажей в одно поселение для отмены их связи. Ну а больше подробностей обо всем этом можно узнать из нашего недавнего видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили. По случаю завершения года студия Mainframe Industries, разработчик PAX Day, поделилась некоторыми концепт-артами будущего контента, включая природу и известных врагов. Первым пунктом в списке стало направление демонических биомов, таких как проклятый Рокленд и испорченная равнина, которые, по словам команды, в настоящее время выглядят немного слишком привлекательно. По сути, арт-направление пытается сделать их более мрачными и опасными. Также разработчики продемонстрировали несколько новых уютных предметов для строительства, включая каменные и деревянные стены и несколько моделей реликвий Инквизиции для грядущего контента. Кроме того, было показано несколько наборов крупных концепт-артов. Один из них — это процедурно размещаемая природа в шепчущем лесу с великолепными деревьями. Еще одна часть будущего контента представлена в виде врага танка из культа Зеба. Разработчики MMORPG-пионеры из отечественной студии GFA Games обновили секцию ответов на часто задаваемые вопросы о своей игре. Так стало известно, что в игре планируются только косметические внутриигровые покупки, которые выдержаны в атмосферных и аутентичных цветах. Релиз игры планируется сначала для ПК, а позже будет выпущена версия для консолей нового поколения. В игре будут уникальные типы брони и костюмов со значительными визуальными отличиями, разными характеристиками и особенностями. Некоторые квесты можно пройти в кооперативе, но весь сюжет нет. При этом серверная часть игры, судя по всему, будет поддерживать так называемую систему зеркал. Кроссплатформенность планируется, а вот кроссплей нет. Разработчики планируют регулярно выпускать обновления, которые будут включать как балансировочные патчи, так и новый контент. Кроме того, игроков ждут крупные дополнения, которые откроют новые горизонты и значительно расширят игровой мир. Игра будет доступна на Windows и Linux. Античит уже внедряют. Пионер базируется на Unreal Engine 4 и пока не планируется переход на пятую версию движка до релиза игры, так как Unreal Engine 5 очень требователен к железу. Будет как эндгейм контент, так и развитие сюжета в будущем. Будет также партнерская система, расскажут о ней позже. В целом игрокам не обязательно знакомиться с PvP. Левая часть острова — это доминирование PvE контента, правая часть острова — PvP. При этом в игре есть только один регион, где повсеместно действует PvP — это теневые земли. На Среднеземье реализованы лишь частичные зоны с правилами PvP. Получить лучшую экипировку можно в PvE и в PvP активностях. Главное, что вам необходимо иметь, это чертежи и ресурсы. В мире пионера артефакты занимают важнейшую роль в экономике и при создании экипировки. Артефакты стоят дорого, а получить их довольно сложно. Поиск артефактов почти всегда связан с аномалиями, а заполучить артефакт можно лишь обладая соответствующей экипировкой. Ну а по поводу выхода ничего не изменилось. Когда-нибудь в 2025 году. На днях в Поднебесной стартовала закрытая бета MMORPG Star Resonance в девичестве Blue Protocol, причем без запрета показывать игру любыми способами, так что на YouTube и Twitch полно видосов. Собственно, поэтому у каждого есть возможность оценить игровой процесс и проделанную китайской студией работу над ошибками, коих немало допустили их японские коллеги из Bandai Namco. Новую инкарнацию анимешного проекта разрабатывают на движке Unity. Тестирование завершится за несколько часов до конца года. Star Resonance выйдет на ПК, Android и iOS в Китае, дата релиза пока не объявлена. Издатель и разработчик видеоигр NCSoft поделился планами на развитие MMORPG Throne and Liberty на 2025 год. Кроме того, глава разработки Чхве Мун Йон был достаточно откровенен при оценке итогов корейской версии игры. Глобальная версия сейчас является приоритетом, так как домашняя версия не оправдала ожиданий компании. Так как игра сразу создавалась с прицелом на западного игрока, о чем сообщалось в дневниках разработчиков, релизная версия во многом не подошла корейской аудитории. Тем не менее, по итогам 3 месяцев глобального релиза у игры далеко не все в порядке, что признает топ-менеджер. Игра получит много изменений. Но разработчики не собираются бросать корейскую версию игры и хотят привлечь новую аудиторию, используя релизный успех версии глобальной. В этом должны помочь запуск новых буст-серверов и ивенты, посвященные годовщине игры. Также компания признает, что в релизной версии игры оказалось очень много мобильных элементов, хотя после первого ЗБТ было много исправлено и удалено. Заявлено, что была переделана почти половина игры.
игры. Аналитики NCSoft осознают, что современные геймеры не собираются задротить так же, как это было во времена Lineage 2. В приоритете у игроков сейчас сессионный формат, они не готовы тратить часы ради достижения игровых благ. Поэтому команда сконцентрируется на том, чтобы сделать все проще. В планах создания больше PvE-контента, который не будет требовать много времени для своего закрытия, а вот PvP развивать особо не хотят. Часть уже существующего контента неинтересна игрокам, так как за него нет адекватных наград. Это будет исправляться. В планах команды предоставить игрокам возможность использовать разные виды оружия на одном персонаже при сохранении мастерства, но подробностей об этом пока нет. Для консольных версий игры планируют добавить поддержку клавиатуры и мыши. Прогрессия развития героя до максимального уровня сейчас пересматривается. На текущий момент взять кап можно за несколько часов, при этом игнорируя много локаций и контента. Ну а с моим углубленным мнением относительно всего вышеперечисленного можно ознакомиться в нашем недавнем ролике. Вот вам на него подсказка, если пропустили. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.